Добро пожаловать на канал Europay. В этом видеогайде я покажу и расскажу, как одному пройти ограбление Bank Go по стелсу, используя для этого определенный набор навыков, без использования генераторов помех. И при этом не пострадает ни одного гражданского. Данная карта является коллаборацией на карту из игры CSGO от компании Valve. А также данная карта является первым рождественским обновлением в Payday 2. Давайте пройдемся по общему снаряжению и навыкам. Сам набор навыков мы рассмотрим в конце видео. Делать я это буду не один, а с приглашенным товарищем, поэтому оставайтесь до конца или перемотайте сразу в конец видео. Колоду перков я экипирую Якудза, чтобы быстрее бегать. Это может сыграть важную роль. Настройки команды мне не нужны, так как я играю без ботов. В качестве оружия ближнего боя был выбран кунай, просто потому что я к нему привык. В качестве метательного коктейля Молотова это способствует максимально использовать связку перк и навыки. На вторичное оружие я буду использовать пистолет АП, он же 5.7. Именно ему отдана одна из ключевых ролей в данном гайде, ведь у него есть особенность простреливать сквозь стены. На основное оружие я возьму пилу. Одной из особенностей банка является постоянный спаун гражданских. Чтобы контролировать ситуацию, и нужна наша сборка, которая подразумевает наличие пилы с громкой раскруткой. Что касается снаряжения, то я не буду его брать вовсе, однако в процессе прохождения мы рассмотрим, что лучше экипировать с собой. Активы мне тоже не понадобятся, поэтому я их покупать не буду. Проверяю еще раз свое снаряжение и приступаем к делу. Появившись на карте и не надевая маски, направляюсь в банк. Попутно осматриваю банк снаружи для обнаружения уличных камер наблюдения. В банке я стараюсь найти все камеры и запомнить их местоположение. Соблюдайте осторожность, по банку передвигаются охранники, не стоит подходить к ним слишком близко. Для более быстрого передвижения без маски нам поможет Якудза и навык безумия. Выйдя на задний двор банка, я надеваю маску и ломаю камеру. Это послужит тем, что придет охранник для проверки. Да, давайте заткнем радио, чтобы не мешало. Ведь, в отличие от большинства карт, камеры на банке Go не имеют титановых корпусов даже на максимальной сложности. Один из охранников рано или поздно пойдет таки проверять камеру. Вышедшего на проверку камеры охранника я стараюсь вырубить таким образом, чтобы не пришлось использовать мешки для трупов. После того, как нейтрализовали охранника, обязательно отвечаем на пейджер. Для того, чтобы определить палевность охранника, достаточно посмотреть по сторонам от позиции его головы. Теперь наша задача устранить второго охранника, но для этого нам надо дождаться момента, пока он окажется в коридоре банка в определенной зоне. Примерное расположение данных мест у вас сейчас на экране. Итак, мои дальнейшие действия я проверяю навыком шестое чувство общее расположение людей в банке, и если убеждаюсь в том, что охранник не направляется в нужную мне зону, то я могу сделать себе мобильность повыше. Для этого я побегу в безопасное место и снижу себе количество жизни до минимального с помощью коктейля Молотова. Так как в процессе прохождения мне пригодится максимальная скорость передвижения. Продолжая выжидать оставшегося охранника, я по-прежнему стараюсь его обнаружить при помощи навыка шестое чувство. И осматриваю территорию для этой же цели. Bank Go имеет достаточно большое количество различных рандомных событий, о которых я расскажу в процессе дальнейшего прохождения. Стараемся максимально, чтобы охранник оставался помеченным, чтобы не пропустить тот момент, когда он окажется в нужной зоне. Ну а пока мы это ждем, мы можем, например, обыскать багажники машин на парковке банка, так как в них возможно появление кейса, в котором будет одна из ключ-карт, необходимых для прохождения. Машин на заднем дворе всего две. В машинах, которые находятся не на территории парковки банка, кейс ключ-карты не выпадает. Дождавшись момента, когда охранник выйдет в коридор, я ловлю момент, когда его можно вырубить. Делать это нужно таким образом, чтобы в момент падения голова охранника оказалась в отмеченной ранее зоне. И делать это нужно тогда, когда охранник стоит возле кулера с водой или поворачивается, чтобы зайти в зону для персонала банка. Да, я знаю, это проще выполнить с помощью дробовика,
Однако в данном видео прохождение строится таким образом, что не позволяет иметь при себе дробовик. Да и в целом задача данного гайда именно показать, как работают навыки и некоторые механики игры, стараясь научить этому вас. И именно поэтому я не беру с собой генератор помех и не устраиваю ESM Rush. Есть еще один момент, который вы должны помнить. То, что по банку, кроме охранников, передвигается менеджер. Учитывайте это и старайтесь нейтрализовать охранника в тот момент, когда менеджер находится не за стойкой ресепшена, а ходит среди клиентов. Теперь наша основная задача вырубить камеры наблюдения. Оператор камер на этом ограблении отсутствует. Поэтому и проявит себя пистолет 5.7 и его особенность. Так как охранников больше нету, а сломанные камеры не могут быть обнаружены гражданскими, и еще у нас нет генераторов помех, то наша задача аккуратно помечать камеры, для этого можно быстро заглядывать в дверные проемы и окна. После отметки ведем стрельбу по отмеченной камере. Однако помните две важные вещи. Стрелять нужно таким образом, чтобы на линии огня не было гражданских, иначе по цепочке поднимется паника и это будет обнаружено камерами. И второй момент, это вам нельзя попасть по оконным стеклам, что тоже может быть обнаружено оставшимися камерами. Ломать камеры нужно в таком порядке, чтобы они друг на друга не смотрели. Всего на сложности смертный приговор от 5 до 6 камер. Одна или две из них могут быть на улице, как позади банка, так и на фронтальной его части. А некоторые камеры можно сломать, заглядывая в окна с уличной стороны. При этом будьте осторожны, так как по улице ходят гражданские. А часть камер можно подсветить с крыши этого банка, которая имеет стеклянные элементы. И у нас осталась последняя камера, сломав ее, мы можем уже возвращаться в банк для дальнейшего прохождения. Соблюдайте осторожность, и у вас все обязательно получится. Продолжаем использовать работу навыков и снаряжения и подключаем навык «Стокгольмский синдром» и громкую пилу. Если работать пилой в холостую, что называется пилить воздух, то все гражданские, которые находятся в банке и вокруг него, перейдут сначала в панику, а затем в испуг. Если же пилить поверхность, например, делать короткие зажимы в пол или стену, вы можете контролировать всю карту. Испуг гражданских при навыке синдром длится 60 секунд с момента, как был произведен выстрел. Да, синдром работает на любом оружии без глушителя или с громкой пилой. Пиле отдают приоритеты, когда есть необходимость в быстром скрытии чего-либо. Это могут быть двери, ячейки или банкоматы. Как уже было сказано ранее, на этой карте идет регулярный спаун гражданских. Есть два этапа. Первый — это до момента, как будут сломаны все камеры и мы ворвемся в банк. А второй, назовем его условно ключевым, это момент запуска таймера замка. Отсчет же таймера начнется, когда в считывающее устройство будут вставлены две ключ-карты. Ранее я говорил, что в машинах есть возможность обнаружить кейс с ключ-картой. А еще этот же кейс может быть на стойке ресепшена. А вторая карта будет у одного из работников банка. Это может быть менеджер, который постоянно будет передвигаться по банку. Он надет в черный пиджак. А также у одного из менеджеров, которые стоят за стойкой банка. Именно на них я и потрачу стяжки, которые у меня есть в наличии. С момента, когда будет использована вторая ключ-карта, запустится обратный отсчет, который будет продолжаться 3, 4 или 5 минут в зависимости от рандома. Также с этого момента и будут появляться новые гражданские на карте. Поэтому пилу я буду использовать чаще, чем раз в 60 секунд. Так как мне нужен контроль всех гражданских и тех, которые находятся на карте, и тех, которые появляются вновь. А еще спустя некоторое время из передвижного туалета на парковке за банком может выйти или гражданский, или охранник. Если взрывом гранаты или С4 уничтожит дверцы туалета, то из них никто уже не выйдет. А если из туалета выходит охранник, то не приедут проверяющие из Винсек. После открытия хранилища спаун новых гражданских прекращается. Кстати, Бэйн будет вести обратный отсчет минут времени работы таймлока. Также с момента, когда запустится таймер замка, начнутся регулярные звонки по телефону. Продолжительность между звонками составляет примерно от 30 до 60 секунд. Отвечать нужно обязательно, в случае пропуска будет поднята тревога. Звонки могут запускать различные события, давайте ознакомимся с ними поближе.
Обычный не запускает ничего, просто похож на обычный звонок клиента, где Бэйн отвечает на звонок в качестве работника банка. Следующие же звонки могут запустить события, которые мы и рассмотрим. Звонок от шантажиста с требованием поделиться с ним. Текст его звонка вы видите сейчас на экране. Он потребует с вас сумку с деньгами, с этого момента вам нельзя пересекать улицу с сумкой на плечах. До того момента, пока вы не перекинете ее через забор позади автомастерской. Сейчас вы видите, куда именно нужно закидывать сумку. Звонок от Хивари из Генсек, который имеет две вариации. Первый — это когда спросит сотрудника Барни, имеет два вида развития событий. Бэйну либо поверит, и это ни к чему не приведет. Или Бэйну не поверят, и это приведет к приезду двух проверяющих из Генсек. Которые могут вызвать сложность. Но, однако, без паники, сейчас вы увидите, как можно нейтрализовать и спокойно ответить на два пейджера. Перво-наперво вам нужно вырубить одного из приехавших, дождаться, когда появится возможность ответить на пейджер, появится желтая обводка, и вырубить второго проверяющего. Тут же отвечаем на первый пейджер и бежим за вторым. И именно в этот момент есть вероятность того, что сыграет связка перф Якудза и минимальное здоровье, что дает развить высокую скорость. Звонок также от Хивари из Генсек, при этом вас попросят проверочные коды. В случае, если вас попросят найти коды, то проверяющие из Генсек не приедут. Сами коды ищем в стопках бумаг, расположенных на стойке ресепшн банка. Ну а следующие телефонные звонки, которые мы рассмотрим, имеют два этапа и уже являются финальными для скрытного завершения контракта. Да, и не забывайте активировать навык «Стокгольмский синдром». Если вы очень долго уже провели время в банке, то спустя какое-то время вам могут позвонить из полиции. Звонок будет следующего содержания. После получения звонка из полиции делаем следующее. Выжидаем 10-15 секунд, пугаем пилой гражданских, бежим в сторону, с которой выходят полицейские, и вырубаем их. В этом нам как раз таки и поможет пистолет 5-7. Спустя 3 минуты нам поступит второй звонок от капитана Роджерса. Содержание звонка вы сейчас увидите. Слушайте внимательно или читайте субтитры, так как с того момента у вас есть от 1 до 3 минут, чтобы завершить ограбление скрытно. По истечении времени будет поднята тревога. Поговорим об следующей рандомизации на ограблении банка Go. У нас есть 5% шанс на то, что со старта ограбления на заправке будут находиться двое полицейских. Есть всего 1% шанса на то, что со старта будет открыто хранилище. В этом случае в банке будет на одного охранника больше, и в самом хранилище будут находиться двое работников банка. Хранилище будет без лазеров, и на телефон не будет поступать звонков. Если хранилище со старта закрыто, то есть 3% шанс того, что рядом с банком будет стоять грузовик, рядом с которым будут два сотрудника службы Генсек. Сотрудники будут иметь при себе пейджеры. В этом случае проверяющие не приезжают. Сам грузовик можно открыть дрелью, но в ячейках внутри грузовика может быть только маленький лут. Хранилище открывается в момент завершения работы таймлока. Внимание, в дверях будут лазерные датчики. Пересекать лазерную преграду нужно в момент, когда два нижних датчика будут свободны от лазеров. Также обратите внимание, что лазеры могут пересекаться как по горизонтальной, так и по диагональной линии.
Найденные сумки с деньгами вы можете перекидывать через лазеры, так как срабатывание происходит только на игрока. Важно помнить, что на телефон по-прежнему будут поступать звонки, поэтому более практичной тактикой будет примерно следующее. Сразу после ответа на звонок аккуратно проходим в хранилище, не задевая лазеры, быстро распиливаем от 1 до 2 секций ячеек, выходим из хранилища, можно попутно взяв с собой одну сумку. В противном случае вы рискуете не успеть пройти через лазеры и ответить на телефонный звонок. Для завершения ограбления достаточно одной сумки с деньгами. Всего же сумок от 8 до 10, сумки могут быть только деньгами. В начале видеогайда я говорил, что расскажу про снаряжение. На основе пройденного мы можем сделать выводы, что из всех возможных вариантов нам больше всего может пригодиться сумка с патронами. И помните, для вскрытия всех ячеек будет достаточно даже одной базовой сумки. Поговорим о достижениях и трофеях. Вверх ногами. Нам нужна вывеска на банке, на которой написано Roberts Bank of Savings and Trust. Для получения достижения нам нужна буква Т в слове Roberts, в которую и стреляем 2 раза. Достижения выдадут сразу, завершать ограбление не обязательно. Мертвые презенты. Для получения этого достижения нужно под одну из елок и всего 2 сбросить 4 мешка с телами. Достижение выдается сразу. Эко-раунд. Для получения этого достижения вам нельзя использовать оружие из основного свота, однако переключаться на него можно. Говоря иначе, нельзя только стрелять из основного оружия. Достижение выдается по завершению ограбления. Мы здесь все профессионалы, завершите ограбление на уровне сложности Overkill или выше, не поднимая тревоги и не убивая гражданских. Можно совместить со следующим достижением. Все в порядке. Завершить контракт Банго, не поднимая тревоги. Оба достижения выдаются по завершению ограбления, и которые можно получить, выполняя прохождение таким способом, как я вам показал в данном гайде. Тот, кто выжил. Для получения этого достижения вам нужно собрать коллекционную фигурку «Десантник». Собрать ее нужно в общей сложности 5 раз. Для упрощения получения достижения вы можете делать рестарты ограбления. Достижение выдается с момента поднятия 5-й фигурки и является накопительным. Также эту статуэтку можно найти на ограблении 4 магазина, а на банке ГО есть всего 3 места расположения фигурки. Это будут земляной отвал у белого фургона, у автомастерской за бочкой и в самом банке на одной из елок. Также по получению достижения в убежище появится трофей в виде данной фигурки. Под завершение этого видеогайда я напомню, что такой способ не является единственно верным, а лишь одним из возможных. Вы же можете использовать уже проверенную тактику ECM Russia, а также использовать дробовики. Для этого вы можете посмотреть старый гайд. Подсказку вы видите сейчас на экране. А сейчас я и Виват будем рассматривать необходимость тех или иных навыков, собранных в билде для банка Go. Поехали. Доброго времени суток. Начнем сразу с беглеца. И нам нужен навык безумия в базовом исполнении, так как у нас перк Якудза, и чтобы двигаться изначально, будучи без маски, немножко быстрее. Поэтому боевые искусства базовый. Да. Жажда крови на про, чтобы подняться выше. Берсеркер на про, необходимый навык для Якудзы. И безумие в базовом исполнении. Да. Здесь же у беглеца мы будем качать ветку стрелок, но стрелок не является необходимым. Он просто для личного комфорта нам нужен. И позволяют скиллпоинты. Поэтому эквилибриум на про. Фанат пистолетов на про. И отчаянный на про. Да. Переходим к призраку. Ветка шиноби. Хамелеон базовый в любом случае, чтобы подняться выше. Чистильщик базовый. Нам не понадобится большее количество мешков. Шестое чувство. Очень хороший навык. Масхевный навык в любом случае. И ловкие пальчики, потому что нам, возможно, понадобится. Так. Теперь неуловимый. Пригнись и прикройся. Да. И базовое исполнение. Паркур на про. Паркур на про. Для мобильности. Да, и глубокие карманы, это уже опять же навык, который пошел для личного комфорта, который будет ниже риска нарушения, поэтому берем глубокие карманы базовый. Да.
Также второе дыхание базовый. Угу. Оптические иллюзии на Pro, опять же, для личного комфорта. Профессионал для личного комфорта, это все берется. А вот приоритетная цель, довольно полезный навык в стелсе. Пометка будет дольше. Пометка будет дольше, и еще расстояние тоже увеличивается. И расстояние, да. Так, двигаемся дальше. У техников вообще только навык для личного комфорта, так скажем, да, вот мертвая хватка на Pro. Угу. Чисто потому, что позволяют скиллпоинты, потому что это личный комфорт в игре. Штурмовик. Здесь поинтересней. Ветка танка, мы берем стойкость, базовое исполнение. Угу. И транспортер. А вот у ветки падальщик нам нужен самый верхний навык для того, чтобы увеличить количество переносимых лезвий у пилы с собой. Так как мы будем использовать пилу с последующими навыками, которые будем рассматривать здесь. Падальщик. Базовый навык. Угу. Портативная пила на Pro. Дополнительные патроны на Pro. Угу. Вооружен до зубов. Базовый. Это будет плюс одно лезвие к пилы. Согласен. И рассмотрим манипулятора. Рассмотрим манипулятора. 2 навыка для личного комфорта в ветке снайпер. Точнее, навык 1, но пойти надо выше. Стрельба стоя. Базовый. Угу. Чтобы взять мастер винтовок. Базовое исполнение, чтобы Прицеливаться быстрее. прицеливаться быстрее. Это опять же это личный комфорт, и потому что позволяют скиллпоинты. И самый важный навык для этого прохождения. Очень важный, самый важный. Самый важный. Навязанная дружба, чтобы подняться выше. Угу. Опять же, чтобы подняться выше, идем через лидера. Мгм. И синдром. Самый важный Самый навык. важный навык. Вот такой вот у нас билд для банка Go. Друзья, если вы хотите видеть на канале подобного рода гайды, то поддержите данное видео лайком, комментарием о том, что желаю видеть данного рода гайд, и делитесь этим видео со своими друзьями. Ну а я же желаю вам всего хорошего и благодарю вас за просмотр.